Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что же произойдет со дня на день. И я специально не ставлю временных рамок. В среднем я могу сказать что-то около недели. Ну, может быть, и вы мне пишете, когда те, кто любители пасьянса, иногда это пару-тройку дней проигрывается. У кого-то растягивается на 2 недели, а кто-то пишет: у меня уже это вообще все проигралось, а у кого-то вообще может и не совпасть. Поэтому будем реалистами. Но как один из тысячи альтернативных вариантов давайте все-таки рассмотрим. И я подробно не останавливаюсь на планетарных транзитах. Кому интересно, я приглашаю на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. Перейдите, прочитайте астрологический прогноз, гороскоп на август для своего знака зодиака. Там на все знаки зодиака и присутствует. Вы можете, кстати, прочитать и по асценденту, а то и по Луне. Почему нет? Никогда не знаешь, откуда придет эта подсказка. Итак, что же там у вас со дня на день может случиться, произойти, с чем эти перемены могут быть связаны? Давайте узнаем. Я смотрю, и вы тоже смотрите. Старинный пасьянс очень много лет. Там без малого уже 40, представляете? Когда-то мама подарила. Семейный очаг– это вы можете быть дома, это вы можете быть в отпуске, или вы дома даже в отпуске, кто-то ремонт затеет, или будет что-то улучшать, делать жилье более комфортным. Но это нам нравится, этим заниматься. Это могут быть не только стены буквально, но и ваши близкие, домочадцы, ваши любимые. Ну, дела семейные, домашние. У кого-то может быть и согласование даже, да, не обязательно вы дома находитесь. Но есть еще какие-то вопросы нерешенные по части оформления или вот что-то такое. Хотя само по себе уже значение нас располагают какие-то добрые энергии в некоторую негу, расслабленность. Все идет своим чередом, есть такой момент. Любовь, личная жизнь, да, тут у каждого по-своему. Может быть, кто-то, для тех, кто один или одна, озадачится, чего же это я вот все в сольном варианте, может быть, и продумать о том, что как не быть одному или одна, или одной. Вот смотрите, есть, тем не менее, месяц– это переживание. Это не есть какая-то конкретика. Это, знаете, вот как вторая карта Луна, тысячи неопределенностей. Вы тоже можете чувствовать, что ну вот чего-то вы хотите, допустим, осуществить, а вроде как предпосылки, может быть, и есть, а вот конкретики пока никакой. И вы не торопитесь. У нас ретроградный Меркурий в эти дни. И тут, что бы мы ни хотели ускорить, вряд ли получится. Но в свое время все сложится так, как надо. Примите это к сведению. И это не есть какие-то препоны, преграды. Это вот, понимаете, как какой-то барьер поставили, все, не идем. Нет, это именно наши такие ощущения. Давайте посмотрим, что еще. И, кстати, посмотрите, прочный союз, кольцо вам выпадает. Это может быть, опять же, прочный союз с вашими близкими, любимыми. Может быть, это и два как бы разрозненных значения. Есть вопросы дома и есть вообще какое-то сотрудничество, партнерство с конкретным человеком. Может быть, это и совместное ведение бизнеса у кого-то, а у кого-то просто по работе контакты с коллегами, контакты с руководством. Но когда прочный союз, это значит есть единомышленники. Мои дорогие рыбы и рыбки, немного значений, вот я смотрю, у вас совпало, но и нет чего-то такого, знаете, неожиданного. Но мы сейчас еще дополним картами Таро. Но, в принципе, у вас действительно все идет своим чередом. Вот и не подгоняйте себя. Успевайте отдыхать, хочется сказать. Потому что планетарно даже, середина августа, если 10, 11 еще где-то ретро, Меркурий, и это могут быть и задержки, сбивчивая информация. Тут даже самому
с чем-то определиться будет сложно, потому что утром одна информация, а вечером другая, или на завтра, на утро что-то там совершенно другое. Нам придется где-то и переигрывать, и, может быть, корректировать какие-то планы. Вот к этому нужно быть готовым. Может быть, и буквально по бумагам какие-то задержки. Тут тоже ждать придется. Будьте внимательны к тому, что и, знаете, сбои какие-то, как в электронных системах, тут, в том числе и взаиморасчеты. Тут больше себя на сохранение и на отдых этот период. А к середине августа мы набираем уже жизненный привычный темп. А к концу августа там вообще что-то может ускориться. Поэтому позвольте себе отдохнуть. Проведите с пользой для самих себя этот период. И когда мало значения в пасьянсе выпадает, я уже по опыту знаю, это спокойное течение жизни. И оно того стоит. Мы можем в нашем пасьянсе, кстати, складывать карты, которые по вертикали и по горизонтали. Вот я пока с вами говорю, я не вижу, чтобы у нас в крайних рядах что-то совпало. Поэтому давайте дополним картами Таро. Ваше настроение, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. И пусть это будет приятный отдых, или когда вы занимаетесь тем, что вас вдохновляет, общаетесь с теми людьми, которых вы рады видеть, и которые любят, рады видеть вас. Это здорово. Итак, ваше настроение. Ого, ничего себе. Ну, может быть, это ваши планы, задумки, а для кого-то... Правда, согласование, может быть, нужно провести, потому что по королю жезлов, ну, иногда, кстати, и со знаком плюс, мы можем заниматься вопросами здоровья. Не потому, что мы болеем, нет, а мы укрепляем, делаем себя более бодрыми на будущий период жизни. И почему так говорю? Король мечей – это аркан специалистов, узких специалистов. Людей, которые знают, как сделать, которые действуют в рамках отведенных им полномочий и обязанностей. Проходят и люди в погонах, проходят и люди, которые в форме, и в том числе врачи. Иногда проходят дома даже, да, когда мы вызываем специалистов для того, чтобы нам помогли что-то сделать, обустроить, наладить, может быть, да. И об этом тоже будет говорить карта. Ну, например, специалистам по водоснабжению, по электрике, то ну что-то такое может проигрываться. Это могут быть еще и, опять же, высокие чиновники, или когда вы ищете информацию, как вам какое-то дело обустроить по закону. Может быть, вы будете, ну, вот в таком неспешном ритме где-то переключаться на рационализм, чтобы понимать, как в отношении вас работает закон. Или посещение адвоката, например, вам тоже что-то нужно просчитать. Рациональная очень карта и карта логики. Есть конкретика, ваше настроение. Но, может быть, вы хотите что-то сделать. Вот я вижу, видимо, вот этот месяц, вот эта луна, вы хотите что-то прояснить. И вы будете прояснять. Тогда примите к сведению. Девятка мечей. Это правда, здоровый образ жизни и, знаете, здоровый сон. Все же идет по этой карте инсомния, а мы смотрим на настроение. Режим труда и отдыха – это ваше все. И если мы на ночь глядя смотрим какие-то новости или смотрим фильмы, которые нас заставляют потом еще 3 часа лежать и что-то додумывать, поверьте, мы встанем с больной головой и в целом для нашей продуктивности и для... Вам тут как будто рациональные мысли необходимы. Для вашей продуктивности это не поможет. Это очень часто карта говорит из-за усталости. У нас возникают вот такие состояния. И я бы сказала, тут надо привести не просто мысли в порядок, тут не надо что-то додумывать. Тут все лежит в рациональной плоскости. А если мы начнем чересчур что-то анализировать, то, ну так мысль наша, она нас может очень далеко завести. Вы можете пытаться, может быть, по части личной жизни решать вопрос, продолжать какое-то общение или, может быть, как проживать вместе. Все-таки вам тут семейный очаг выпал, буквально я говорила, это стены, где мы будем проживать теперь. Или, может быть, это семейным людям, ну, переехать вы задумаете, улучшить жилплощадь, продать, купить, может быть, так. И тут вы будете обращаться к риэлторам, чтобы тоже агентам, да, каким образом осуществить, искать это самое жилье. Тут явно какая-то личная жизнь у вас. Посмотрите,
играет новыми красками. И все-таки это карта выбора. Но есть какая-то тема, которая не проясненная или нерешенная, и вы будете искать методы, подходы для того, чтобы было больше счастья, было больше понимания. Но сама по себе, если про настроение, ну вот такое двоякое настроение, мои дорогие рыбы и рыбки. Есть, с одной стороны, рационализм, и причем мысли ваши, они более чем рационально холодные. Но есть еще и чувства. Вот, видимо, объединить вам несколько сложновато. Любовь, личную жизнь и какие-то реалии. И вы можете тут окунуться в какие-то измышлизмы, хочется так сказать. Поэтому этого делать точно не стоит. Если есть вопросы, которые нужно, ну вот решать именно с позиции возможностей, да, то тогда эти возможности мы изыскиваем. А там, где требуется чувство, раскрыть, ну, значит, там чувство. Карта даже влюбленные советуют проявить эмпатию, нежность, ласку. А нам говорят еще такой нюанс. Ведь старший аркан влюбленные говорят, сепарация – это только иллюзия. Может быть, у кого-то и ссора была, и думает, это как подступиться или как помириться. Ну, уж я не знаю, кто там будет, какие методы продумывать. Для кого-то это будет тоже актуально, потому что это вы можете быть вот таким непримиримым королем мечей. Вот будет так или никак, или по-моему, или ну, по-другому я не вижу, не знаю. Так вот, сами себя в какой-то туман не загоняйте или в тупик, мои дорогие, потому что договариваться придется. Ну, и по аркану влюбленная ведь это еще, знаете, есть возможность договориться, примириться, что-то согласовать. И даже если мы на первый взгляд, на первом шагу, мы не видим, как решить тот или иной вопрос, а нам говорят, а что-то у вас как раз может и получиться. Ладно, в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения, мои дорогие рыбы и рыбки? С чем это связано? Да, тут само по себе решение или какая-то новость, которую вы можете узнать. И с одной стороны, это до этого момента мы как будто шли в одном направлении, а тут какое-то новое вырисовывается. Для кого-то это будет проигрываться новая работа. И в связи с этим, может быть, новый график работы, как-то обустроить, подстроиться, да, и согласовать как-то же свою жизнь в плане даже распорядка дня по-новому. Вам придется себя перестраивать в первую очередь, потому что это требует либо работа, либо, может быть, какие-то коммуникации с людьми, с чиновниками, какие-то поездки. Я такое допускаю, потому что у вас уже есть какая-то идея. Вот это точно. По пажу жезлов это может быть идея, которая связана с получением новости. И вам как будто нужно продумать, с одной стороны, решиться на что-то нужно, да, сама по себе внутренняя какая-то работа над собой, а потом уже решимость, уже перейти к каким-то первым действиям, и тогда все встает на свои места. Ладно, но это больше по жезлам, дела, работа, бизнес и деньги, все же жезлы. А у вас победа будет, мои дорогие рыбы и рыбки. Правда? Если сначала какой-то пазл не сходится, это не значит, что не сойдется. Нет, тут есть варианты решить какой-то вопрос. И я вижу однозначно. Ну, может быть, не сразу, прямо вот с первых минут. Но, тем не менее, если ты будешь продолжать, то ты и победишь. Вот где-то об этом. И правда, это будет либо согласование, опять же, с чиновниками, важные бумаги, документы, ваша работа, ваш график работы. И это, опять же, не про эмоции, а это вы что-то будете сами для себя определять, может быть, буквально расписывать по часам. И где-то приход денег тоже. Это ваши победы. Победы в сегодняшнем дне и победы, которые вы себе запланируете уже на завтра. Потому что нам сказали уже график на завтра, как будто вы составляете. И в этом вы будете принимать важные решения. Ладно, давайте посмотрим поездки, перемещения в этот период жизни. В ближайшие дни. Что там у вас? Может быть, это и спонтанная поездка недалеко, а кто-то из вас что-то более глобальное задумает. Итак, поездки для вас. Ну вот по 8 кубков, правда. Вы тут можете задумать
смену места жительства, даже так, причем по разным причинам. Кто-то это по работе, кто-то, ну, может быть, потому что свои таланты вы где-то можете раскрыть в другом месте. Вот я такое тоже предположу. А у кого-то это будет касаться личной истории. Может быть, встречи с человеком. Желание проживать вместе. У вас тем более тут влюбленные. Для людей семейных это вы вместе можете куда-то уже планировать отправиться. Может быть, путешествие в отдых. Пусть это короткое путешествие. Вы знаете, тут для кого-то из вас может быть судьбоносная поездка, когда вы именно в поездке или нужного человека встретите, или услышите какую-то нужную информацию. Зачем-то вам поездка эта будет нужна или важна. Может быть, вы с чем-то определитесь, или была какая-то путаница, вы на что-то не решались. А вот тут поездка помогает вам на что-то решиться. Ведь по 8 кубков мы ищем выход, и мы его находим. А может быть, буквально нужно увидеть несколько разных мест, прежде чем определиться с каким-то одним. И тут у каждого по-своему может касаться. Кто-то ищет офис, может быть, для работы, а кто-то место проживания. Кто-то пытается примириться, да, и вы поедете, будете договариваться. Ну, вот для этого тоже иногда нужно произвести вот такие поездки. А для кого-то, ну, правда, какая-то разведка, когда вы на себя примеряете разные возможности, чтобы решить какую-то ситуацию по части работы, бизнеса, вашей занятости. Ну, какие-то варианты вы тут рассматриваете, это факт. И в конечном итоге, посмотрите, у вас как и победа, так и праздник после победы. А в этой колоде Чаромаркете 4 жезлов нам еще изобразил как семью, союз, мои дорогие. Это все наши близкие, любимые. Тут, правда, какая-то радостная новость может быть. Тут что-то как ваше важное решение может быть. И это касается и близких. Где-то будет пересекаться. Тут все сферы жизни для вас важны. И финансы, не без этого, все-таки 4 столпа. Это как основа нашего благополучия. И тут будут такие вопросы денежные в том числе. Но это еще и наше ближайшее окружение. И праздник после победы, может быть, вы соберетесь всей семьей, встречи какие-то важные у вас. И именно поездки будут происходить, знакомства, может быть, в поездках, которые такие, знаете, судьбоносные. Но мы не бежим впереди паровоза. Тут всему свое время. Не упустите, так и хочется сказать. Ладно, давайте спросим, какое продолжение следует. И следует ли продолжение, или вы тут прям за этот период все точки над «и» расставите. Любовь, мои дорогие, следует. Договоренности взаимные следуют. Какие-то важные согласования. Дипломатия. В целом карта говорит о том, что а вы великие дипломаты. Может быть, иногда вас что-то и достало, мои дорогие рыбы и рыбки. Не случайно все-таки у нас тут с короля мечей, когда рационализм присутствует. Но, тем не менее, даже с людьми сложными дипломатия творит чудеса. И если вы для себя какое-то определяете продолжение, то у вас все получится. Как бы запутано дело ни казалось на первых порах. Или пусть по взаимоотношениям что-то тоже запутано, тоже разберетесь. Или пусть это касается, откуда к вам приходят деньги, мои дорогие. И тут вы тоже свою траекторию найдете. Для вас, повторюсь, нет ничего невозможного. Есть варианты решить даже какой-то очень сложный ребус, головоломку, выйти победителем и еще устроить себе праздник. Но любовь, личная жизнь на кону, хочется повторить. Потому что, как и в картах пасьянса нам об этом сказали, ну так и Таро вторит. Перекладывайте на себя, мои дорогие, мои любимые рыбы и рыбки. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.